Я постарался сделать топологию волос как можно более простой и низкой, насколько это возможно. Низкий, как в плотности лиц. Деформация не является существенной частью ее волос, за исключением единственной пряди на лбу и конского хвоста. Просто нужно было иметь достаточную геометрию, чтобы сохранить первоначальную форму скульптуры и получить там складки. Я тоже решил начать с простого. Опять же я добавил модификатор термоусадочной пленки и модификатор поверхности разделения, но я пропустил модификатор зеркала, так как волосы очень асимметричны. Я осветлил цвет кусочков волос, используя цвета материала в окне просмотра. Это облегчит понимание того, что я делаю. Сначала я не слишком заботился о треугольниках, и я помещаю все, что мне нужно в качестве основы. Так что, как правило, на данный момент речь идет о самом незначительном потоке на границе. Тогда я еще больше усовершенствовал складки и края, добавив петли и скосив другие, в конце концов, тоже на месте. Я могу уточнять и объединять точки и грани, чтобы создавать опросы и ромбы, чтобы избавиться от треугольников и ненужных контуров ребер. Этот процесс, к которому я иду, очень трудоемкий и более сложный, чем другие. С другой стороны, это дает самый чистый результат при разделении без использования каких-либо текстур смещения или других методов. В качестве альтернативы ты также можешь пометить края, которые ты хочешь уменьшить, как острые, и включить автоматическое сглаживание, чтобы они выглядели острыми, вместо того, чтобы на самом деле добавлять дополнительные петли и скошивать их. Есть и другие методы, чем эти, но на таких, как разговор о том, на который я действительно пошел, читать извинения за все в одном связанном объекте. Гораздо более сложная задача, чем это необходимо. Вот почему я начал отделять некоторые из более крупных пучков волос. Это облегчает добавление и удаление петель для каждого сгустка и делает их своими собственными мерами. По сути, я все еще пытался сохранить их топологию примерно синхронизированной, но на самом деле в этом нет необходимости. Поэтому их разделение также даст несколько хороших разделительных линий между пучками волос. Поэтому я продолжил читать извинения за каждый из этих сгустков с промежутком между ними. Если тебе нужно больше петель, чтобы поддерживать кривизну поверхности, ты можешь добавить их таким образом. В конце концов, я тоже избавлюсь от термоусадочной пленки и, как и в случае с телом, добавлю больше геометрии, чтобы закрыть все и придать больше четкости. Как только я закончил один пучок, я выбрал крайнюю петлю, которая должна быть острой, и скосил их с помощью Ctrl-B, стараясь, чтобы толщина скоса была относительно одинаковой по всей модели волос. Скос создаст несколько треугольников и очень нечистую топологию, но это можно исправить, объединив вихри и объединив треугольники в кварц. Ты также можешь добавлять и удалять петли, если слишком сложно избавиться от треугольников. В целом эта часть будет немного сложной, но сетка для волос очень щадящая, так как она не сильно деформируется. Это позволяет тебе добавлять больше опросов, чем обычно, до тех пор, пока разделенные результаты не покажут слишком явного растяжения. Я повторил этот процесс для всего основного объекта волос и снова, всякий раз, когда вы не уверены, остались ли еще какие-либо треугольники или пики, перейдите в меню выбора. Выберите по признаку и выберите лица по сайтам, а затем найдите лица с числом больше или меньше 4. Кое-что, что я часто делал во время всего этого процесса, это превращать петли в ромбы, чтобы количество петель не увеличивалось. Старайтесь не добавлять ромбы прямо рядом друг с другом, так как это может легко привести к получению 6 полюсов. Постепенно избавляйся от них, размещая бриллианты как ступеньки вдоль скопления в течение большей части этого промежутка времени. Это просто тот же самый процесс. Я выкладываю несколько простых сеток и подгоняю их к форме комка. Затем я вырезаю несколько дополнительных петель, выдавливаю их или использую инструмент-нож, чтобы получить весь необходимый мне поток кромки. После этого я выбираю и уменьшаю скос, а затем очищаю треугольники, объединяя грани и вершины, чтобы превратить их в ромбы или даже маленькие дуги. Это повторяется. Но как только я понял, как сделать хороший рабочий процесс,
Я просто включил автопилот и включил музыку, пока Рич извинялся за остальные клочки волос. Я все еще иногда боролся с тем, чтобы правильно расположить контуры складок, но это только часть головоломки.
Сразу все слипается. Волновался, извинился, я выбрал контур границы на каждом из них и выдавил их внутрь, чтобы выбрать границу все, чтобы дважды выбрать граничные края. Хочет выбрать только петлю и дважды выбрать всю границу, переместить новую вытянутую петлю в голову и масштабировать ее вдоль нормалей вершин, чтобы немного раздуть их. Сначала я просто перемещал его вручную, но это по сути тот же процесс. Это гарантирует, что область между комочками определенно закрыта, и что вы не сможете заглянуть внутрь волос и увидеть кожу головы по существу, разделяющую комочки на отдельные объекты. Теперь это также помогает для ясности при моделировании. Я также добавил дополнительную петлю приближения на предыдущей границе каждого сгустка, чтобы сделать этот край немного более четким с помощью кисти для рисования. Вы можете немного подчеркнуть некоторые вершины складок. Я тоже продолжал подправлять расположение клюшек в режиме лепки. Я также разделил здесь окно обзора, чтобы сравнить размер и расположение пучка волос рядом с ухом. Я хотел, чтобы они были примерно симметричными. Использую инструмент аннотирования, чтобы нарисовать контур и сравнить с обеих сторон в орфографии. Графический вид, если они совпадают, поскольку линии аннотации не блокируются объектами, вы можете видеть их с обеих сторон, когда закончите, объедините сгустки обратно в один объект. Лишняя прядь волос на лбу вместо этого была начата с кубика. Я выдавил этот куб, чтобы он соответствовал общей форме оригинальной скульптуры. После этого я выровнял края, чтобы они соответствовали тому, где расположены жесткие края. Тогда я добавил больше петель, чтобы поддержать форму оригинала. Лепи, не теряя слишком большого объема при разделении.
Скоси или добавь больше петель, чтобы подчеркнуть жесткие края и поддержать кривизну поверхностей. Сделай то же самое, применив метод с несколькими модификаторами REST, чтобы сохранить объем оригинальной скульптуры. Конский хвост был начат с цилиндра вместо этого, чтобы добавить еще несколько петель с самого начала. Для этого объекта было важно, чтобы горизонтальные петли были как можно более прямыми, так как объект по умолчанию прямой, но в конечном итоге сильно деформируется при растягивании. МММ. Ты можешь выбрать петли и масштабировать их по оси Y, чтобы убедиться, что они прямые. В остальном это почти тот же процесс, что и с другими клочками волос. Только то, что с этим я как бы постепенно исключал петлю за петлей дальше вниз и вверх по хвосту, чтобы получить немного больше контроля над ним. Как только все было сделано, я устроил еще одну охоту за треугольниками и пушками для всех объектов, чтобы немного очистить топологию огня.